Уважаемый Вячеслав Серафимович, уважаемые коллеги, я еще не начал, вы меня перебиваете. Не будет ни одной фамилии, кроме фамилии председателя французского парламента, успокойтесь. И я записался по двум вопросам, потому что они связаны, как мне кажется. Но я ограничусь одним, если вы не будете меня перебивать. Я выступаю первым, можете выходить на трибуну и отвечать мне. Теперь по существу. Инициатива по мысли, конечно, правильная. Конечно, лучше принимать законы о садовых домиках, чем домики рисовать. Хотя и следующая инициатива губернаторская про социальное такси для людей с ограниченными возможностями тоже правильная. И вообще год предвыборный, таких инициатив будет немало сейчас. И совершенно естественно, после этого можно будет написать: законодательное собрание под чутким руководством фракции «Единая Россия» расширило возможности петербуржцев в использовании материнского капитала. И это будет правда. Но наивно полагать, коллеги, что люди будут говорить: ах, какие молодцы депутаты! Мы теперь свои садовые дома и домики можем не только строить, но и перестраивать. Спасибо им большое. Наивно полагать, что перестраивая свои дома и хижины, люди забудут про дворцы начальства. Особенно про один, который стал... Вот я отвечу на этот вопрос-то. Я понимаю, что у вас вот записано, вам надо там зачитать, Максим Львович. Но вот не собирался сегодня, в день Ленинградской Победы, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, день полного освобождения Ленинградской Победы. Уважаемый Вячеслав Серафимович, прекратите прикрываться славными победами прошлого. Понимаете, есть время для... Вы что-то как все равно, что со мной, как полковник с солдатом первого года службы. Прекратите. Микрофон. Включите, пожалуйста. Уважаемый Вячеслав Серафимович, это уже просто хамство какое-то. Я еще раз говорю, я пытаюсь очень спокойно и вежливо, не переходя на лица и фамилии, донести свои мысли. Вы меня перебиваете. Почему? Потому что 95 миллионов посмотрело, как мы можем это не обсуждать? Причем, заметьте, Я почему вам об этом говорю? Я просто вам говорю, какой у нас вопрос в повестке дня? Это моя точка зрения. Вижу это. Я считаю, что это стало символом нынешней власти. И вообще, коллеги, зря вы перебиваете по столь пустяковым вещам. На самом деле, мы с вами находимся в очень серьезном историческом моменте, такой исторической воронке, когда два вот этих исконных, основных вопроса русской общественной жизни, кто виноват и что делать, они как бы объединились, сфокусировались в одном риторическом: чей дворец, понимаете? И в этом смысле люди все равно будут сравнивать. И, к сожалению, те же самые инициативы, и вот это, и следующее, в другом контексте и в другом сравнении смотрелись бы как действительно шаги, направленные на улучшение жизни граждан. А сейчас они будут восприниматься многими, и справедливо восприниматься, как подачки, как нечто такое несущественное на фоне происходящих событий. Я же, коллеги, считаю... Все, давайте, присаживайтесь. Подачками. Да, понятно. Вы уже закончили, вам еще записать. Пожалуйста, Вишневский, вам вопрос. Вы записали, потом в письменном виде мне отдадите. Давай, Вишневский, выходи. Да. Продолжайте. Время закончилось? Понятно, да? Давай. Уважаемые коллеги, уважаемый Вячеслав Серафимович, меня довольно бесцеремонно перебили, но не будем считаться. Все-таки вы потом 12 минут, то есть 4 регламента, но я считаю, председатель может себе позволить, выступали по важным вопросам, и я хотел бы отреагировать на ваше выступление в рамках своего небольшого регламента. Уважаемый Вячеслав Серафимович, все, что вы говорите, это вот набор штампов, с моей точки зрения, и все сводится к одной формуле. Формуле Володина, я об этом много раз говорил. Вот то, что он произносил давным-давно. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Значит, все, что я говорил, это было ради национальных интересов и национальной безопасности России. Понятно, да? Ради безопасности России. Так, чтобы сюда не перетащить протестную повестку. Город всегда был в спокойной политической системе координат. Всегда. Поэтому я и говорил. Продолжайте. Спасибо. Я надеюсь, вы мне прибавите то, что сейчас потратили. Спасибо. И на самом деле, Вячеслав Серафимович, это не способствует нормальному диалогу.
Вот вы говорите, институт президентства, президент – главная ценность. Я так не считаю. Поймите, я вот, например, так не считаю. Я считаю, что главная ценность – это человек, его права, его свободы. И с моей точки зрения, на разрушение России, вот вы говорите, направлены протестные акции. Нет, протестные акции со справедливыми требованиями не направлены на разрушение России. На разрушение России направлены дворцы за 100 миллиардов, понимаете? Знаете, про права. Вот я хочу сказать, плохо то, что мы постоянно говорим о правах. Молодых людей, юных, школьников, когда не прав учитель, об обязанностях гражданина России. Об обязанностях, я не говорю об обязанностях депутата, гражданина России. Это надо говорить с детского садика. Это то, что прививалось в советское время. Ради страны, ради людей. Поэтому вы же затрагиваете, меня пытаетесь там комментировать, поэтому я вам отвечаю. Нет, это я вам отвечаю, вы меня снова перебиваете, проговорив 12 минут, опять тратите мое время. Позвольте мне все-таки закончить. Мы не о том говорим, надо не о внешних врагах говорить, а о внутренних угрозах. Коллеги, на наших глазах, на самом деле, это общая проблема, не только там власти или оппозиции. Происходит обнуление авторитета государственной власти, в смысле доверия к власти. Поймите. Это доверие утонуло на аквадискотеке просто, понимаете? И это факт. И с этим надо считаться. И прятать голову в песок, как страусы, ну странно просто. Какие же тогда депутаты, какое народное представительство? И последнее, Вячеслав Сергеевич, полминуты. Я хочу поделиться тоже своими, вот как, не знаю, как историк или как очевидец, своими наблюдениями. Вот 23 января на том самом протестном гулянии я увидел впервые за много лет плакат «Мир хижинам, война дворцам». Вот, послушай. Когда, вот я совсем о другом говорил. Я говорил о разрушении. Понятно, да? Значит, смотрите, коллеги, вот как раз, знаете, на самом деле, многие страхи от невежества. Я хочу вам сказать, что этот лозунг часто понимается очень вульгарно. Вот в ряду взять все и поделить, или грабь награбленные. Нет. Значит, можно я вам скажу, Андрей Валентинович? Ну вот смотрите, ну вот теперь Андрей Валентинович берет дурной пример, посмотрите. Я бы хотел сказать, что этот лозунг произнес впервые. Вот не заставляйте. Я еще раз вам говорю. Вы услышали меня? Понятно, да? Уже закончили. Пожалуйста. Оксана Генриховна, прошу вас на трибуну. Вы услышали меня? Оксана Генриховна, выходите. Не будете? Услышали, да? Значит, ставлю на голосование для принятия за основу проект закона Санкт-Петербург.